Всем привет! После того, как вчера состоялся релиз Кита Нигашима, множество игроков выразило недовольство персонажем, и я нахожусь в их числе. Я решил выяснить, что же не так с персонажем, и в процессе убедился в том, что персонаж враг сам себе. Что я имею в виду? Буквально то, как реализованная его основная идея с полюсами убивает этого персонажа. Я опробовал различные комбо. И среди них есть те, которые загоняют персонажа в жестокие рамки, и сейчас я покажу почему. Допустим, я делаю такое достаточно безопасное комбо против ближних партнерских скиллов. С этого момента набор скиллов с полюсом S буквально бесполезный, если противник тоже имеет полюс S. В то же время набор скиллов с полюсом N становится не только бесполезным, поскольку этот набор скиллов подразумевает, что вы будете использовать его тогда, когда противник находится на большой дистанции, но еще и создает риск легко вас наказать. Вы буквально притягиваете к себе противника, у которого в 90% случаев быстрее скиллы, базовые атаки, да и размен в вашу пользу не получится, потому что второй скилл роняет противника на землю только в завершающей стадии скилла, а до нее дело не дойдет, потому что вас начнут бить раньше. Таким образом, мы должны сделать вывод о том, что ни при каких обстоятельствах ваш противник не должен иметь полюс S. Это первый и главный момент. В целом это достаточно логично, исходя из того набора скиллов, которые предлагает два полюса. Но что нам делать, если противник оказался с полюсом S? Не менять свой полюс на N, чтобы не притягивать к себе противника. Потому что, как я и сказал ранее, второй набор скиллов с полюсом N не предназначен для сближения. Если вы все же оказались в такой ситуации, то лучше попытаться вновь поймать противника первым скиллом. Но в этот раз вам надо попасть N-полюсом. Чтобы иметь возможность использовать первый скилл с N-полюсом, совершенно не обязательно попасть в противника S-полюсом. Зная об этом, мы можем сделать буквально такое же комбо, только с одним изменением. Как вы видите, я использовал первый скилл с полюсом S в сторону, чтобы попасть N-полюсом в противника. Именно так вы и должны завершать это комбо. Меняем полюс на S, и наши ближние скиллы с красным щитом готовы для ближней атаки противника. Меняем полюс на N, и мы комфортно используем наши дальние скиллы, не притягивая противника к себе. То есть ваш приоритет всегда присвоить противнику полюс N. Неважно, какое комбо вы делаете. Закройте комбо, оставив противника с S-полюсом, создадите себе проблемы. Кстати, вы в целом можете полностью отказаться от первого скилла, тогда вы не будете ставить себя в какие-то рамки и ломать себе голову. Вы просто отключите механику полюсов. Вообще вся история, связанная с притяжением и отталкиванием, очень странная. Если вы вспомните, что нам показывали на демонстрации персонажей и что получилось по итогу, то возникают вопросы. Конкретно возникает вопрос, почему отталкивание одинаковых полюсов настолько слабое. Обратите внимание на то, как во время демонстрации персонажи отталкивались друг от друга. К Киду буквально нельзя было подойти. А что мы имеем сейчас? Ничего не мешает противнику подойти и сломать нам лицо. Как же так? Почему на демонстрации одно, а на деле совершенно другое? Это же буквально то самое преимущество, которое бы сильно помогло Киду выделяться на фоне остальных персонажей. Возможность диктовать игру на арене. Следующий момент — это синергия скиллов. Она есть, но она настолько некомфортная, настолько на грани дропа противника. Просто посмотрите на это. При достаточно большом расстоянии, на котором первый скилл способен настичь противника, его продолжение просто не дотягивается. Даже если мы сделаем дэш вперед, нам едва хватает времени, чтобы законнектить продолжение. Это можно сделать, но это не всегда получается. Особенно, когда твои инпуты идут с пингом в 140. То есть даже первые скиллы его продолжения не имеют уверенную синергию. А что говорить о комфорте, когда ты пытаешься миксовать два набора скиллов? У тебя очень мало времени, чтобы все сделать и продолжить комбо. Я сейчас узнал еще один интересный момент. Оказывается, что то комбо, которое я вам показывал ранее, не работает на всех персонажах. Сейчас я без какого-либо монтажа покажу это комбо друг за другом на 3 персонажах. Я думаю, разработчикам стоит обратить внимание на это.
Также меня смущают базовые атаки. Ну, помимо того, что они полное дерьмо. По какой-то причине ротация базовых атак очень часто зацикливается на первой атаке. Это не происходит только если ты не двигаешь стик движения. В данной ситуации нельзя даже ради разнообразия комфортно попробовать поймать противника пятой автоатакой, которая сама по себе неплохая, потому что ты достаточно быстро падаешь на землю и можешь быстро уйти. Кадры там буквально моментальные. Но что от большинства его скиллов можно даже не уворачиваться, а просто бежать, я даже говорить не буду. В скобочках буду. В общем-то, у меня на этом все. Выводы делайте сами. Всем пока.